Приветствую всех, друзья! Это мое первое видео на канале. Здесь я буду обозревать различные сериалы, фильмы, игры. Также иногда буду снимать реакции на проекты, которые еще не смотрел. Планирую выпускать видео раз в 1-2 недели. Посмотрим, как получится соединить приятное с полезным. Буду признателен, если вы подпишетесь, поставите лайки, нажмете колокольчик, чтобы не пропустить новый контент. А я, в свою очередь, буду стараться вас не разочаровывать. Ну что ж, начнем. Вселенная Ходячих Мертвецов была придумана Робертом Киркманом, американским писателем, продюсером и сценаристом из Ричмонда, штат Кентукки. Сериал стал успешной адаптацией серии комиксов, которые выпускались с 2003 года по 2019. Тони Мур и Чарли Адлер послужили отличными художниками для хоррорного комикса про постапокалипсис. И в 2010 году выходит первая серия телесериала на телеканале AMC. Драматичный зомби-хоррор разработан Фрэнком Дарабонтом, достойное качество, актерская игра, съемка, атмосфера, грим, сюжет и диалоги. Все это так привлекает зрителя, ценящего данную тематику. Этот сериал обойти мимо я не смогу, ибо смотрю его с 2015 года. Я вырос на нем, можно сказать, так что начнем раскладывать все по полочкам. С первых минут серии мы видим флэш-форвард, как главный герой, помощник шерифа Рик Граймс, останавливает служебное авто возле заправки, чтобы наполнить канистру бензином. Постепенно краски сгущаются, становится мрачновато, когда мы видим трупы, которые лежат в авто, а затем и криповую девочку с Мишкой. Наш хранитель закона пытается ей помочь, но видит устрашающую картину. Она побежала в его сторону, и он просто вынужден был выстрелить. Затем начинается интро сериала. Это жуткое, напряжное, атмосферное интро, которое засело в моем сердце так глубоко. Бер Макрири проделал отличную работу над саундом сериала, в том числе и музыки в интро. После заставки мы видим уже настоящее время, как два товарища, Рик и Шейн, дружески беседуют об обычных бытовых делах. И это прикольно, очень душевно и живо. Их разговор прерывает вызов. Погоня за злоумышленниками. Отлично снята перестрелка с бандитами на дороге. И дальнейший неожиданный момент, когда главного героя Рика ранит бронежилет, а затем и в плечо. Рик оказывается в коме, его лучший друг Шейн навещает его, он приносит ему цветы, на что Рик шутит и понимает, что Шейна возле него нет, а цветы уже давно засохли. Рик, не понимая, что происходит, зовет медсестру, но та не приходит на помощь. Эта жуткая атмосфера заставляет поднапрячься. Сцены в покинутой больнице были очень пугающими и сделаны безумно круто. Этот приглушающий свет, валяющиеся трупы, кровь, следы выстрелов на стенах создавали необыкновенный хоррорный вайб. Мне понравился культовый момент, где из двери вылезает рука мертвеца и пишет «Don't open dead inside». Выходя наружу, Рик видит горы трупов и приходит в шок. Музыка в этом моменте вызывает мурашки по коже. Рик находит велосипед и пытается добраться домой, к семье. По дороге видит ползающего, устрашающего живого мертвеца без ног с кишками наружу. Рик падает с велосипеда, будто ему наснился кошмар. Вернувшись в свой дом, он не находит там свою жену Лори и сына Карла. Он падает на землю и плачет, бьет себя по лицу, чтобы проснуться. Он не понимает, что такова теперь реальность. Герою сопереживаешь. Актер Эндрю Линкольн отлично отыгрывает свою роль. Затем, сидя возле дома, он замечает прохожего и зовет его. Но некий темнокожий тип появляется и убивает прохожего, а Рику ударяет в лицо лопатой маленький мальчик.
становится напряжнее. Темнокожий мужик по имени Морган Джонс взял Рика к себе домой. Он живет с сыном Дуэйном, а его жена умерла. Он рассказал Рику правду о происходящем за окном, и что тот прохожий, который ходил возле Рика, был ходячим. Мертвецы не просто лежат погибшими. Что-то осталось в их мозгу и оживляет их. Они реагируют на свет, поэтому герои закрывают окна покрывалами, прибивают досками. Также реагируют на звуки, поэтому важно сидеть потише. И реагируют на запах, если учуют возле них добычу. Проходит криповая ночь. Мертвая жена Моргана приходит навестить свою семью и дергает за ручку двери. Смотрит в глазок. Все эти моменты в серии нагоняют жути. Взаимодействие Рика и Моргана в этой серии очень интересное. Отличные диалоги. Утром Рик учится убивать эту нечисть битой. Морган рассказывает, куда нужно бить, чтобы труп окончательно умер. Затем они еще раз навещают дом Рика и замечают, что фотоальбомов нету. Рик полагает, что если их нет, то есть вероятность того, что его семья эвакуировалась. Морган и Дуэйн говорят, что в Атланте есть большой лагерь беженцев. Тем самым дают Рику наводку. У помощника шерифа появилась отличная идея. Он берет ключи от полицейского участка. Всей командой новые друзья пошли собирать оружие, принять душик с горячей водой, а также повзаимствовать автомобили. Рик дает Моргану рацию и говорит, что будет выходить на связь на пару минут на рассвете. Они прощаются. Рик замечает и убивает своего обратившегося коллегу Леона Лесси, а затем отправляется на поиски семьи. Рик добрый человек, по дороге из Кинг-Каунти остановился, чтобы подаровать милость ползущей мертвой девушке, которую видел ранее. И как же жаль Моргана. Он не может окончательно упокоить свою жену, потому что до сих пор любит ее. Далее нам показывают кадры Рика, который пытается связаться с живыми. Люди из лагеря выживших слышат это. Среди них мы видим лучшего друга Рика Шейна. И по фотографии из полицейской машины мы понимаем, что Лори и Карл также находятся там. Шейн целует Лори, и они оба не подозревают, что Рик выжил и направляется к ним. Рик идет за бензином. Скорее всего, в тот период и был тот флеш-форвард с самого начала серии. Рик подходит к дому и видит кровавую надпись на стене. «Господи, прости нас». Мы понимаем, что эти люди совершили суицид и просят прощения у Господа. Рик берет лошадь и направляется в центр города Атланты. И вдруг в небе прилетает вертолет. Рик в надежде найти свою семью скачет за ним и попадает в засаду толпы мертвецов. Тут и происходит самая напряженная часть. Бедную лошадку раздирают на части. Рику оставалось пролезть под танком и пустить пулю в висок. Но нет! Он замечает над собой открытый люк и пролазит внутрь танка. Дальнейшие криповые сцены с мертвецами просто супер. Рук берет гранату, которую там нашел, и не знает, что ему делать дальше. Он думает, что это конец. Но вдруг слышит голос из радиоприемника. «Эй ты, дебил! В танке!» И заканчивается серия под веселый саунд Space Junk. Пока показывают жестокие кадры, как едят лошадь, и вся улица возле танка кишит мертвечиной. Мне нравится этот контраст. Сочетание ужасного и забавного. В общем, отличный пилот сериала. Передана атмосфера, трагедия случившегося. Главному герою сопереживаешь, болеешь за него, чтобы он нашел свою семью. Для сюжета серия очень важна. Она раскрывает нам идею сериала, правила, если так можно сказать, развивает главного героя Рика. Теперь он старается приспособиться к новому мировому порядку. Актерская игра Эндрю Линкольна отлична, как я уже говорил. Его лицо передавало весь ужас от увиденного. Серия закончилась достаточно интрижно. Интересно увидеть, как выберется Рик из западни. Мне понравилось в серии только то, что таймскипом пропустили начало самой эпидемии. Не объяснил никто причину вируса. Но это не так страшно, ведь разгар эпидемии отлично показан в спин-оффе «Бойтесь ходячих мертвецов». А истоки вируса
я думаю, нам покажет в последующих спин-оффах «Ходячих». Вертолет в серии тоже был показан неспроста. В дальнейшем эту линию будут развивать. Моя оценка серии 10 из 10. Я считаю ее шедевральной, но это мое субъективное мнение. Поэтому оставляйте свои оценки в комментариях, а я обязательно отпишу. Спасибо всем за просмотр, буду работать над обзором второй серии. Если вам нравится мое видео, подпишитесь. Если не хотите пропустить свежайшие видео, всего лишь поставьте колокольчик. До встречи в новом видео. Пока. In my hands, I hold the ashes. In my veins, black pitch.